Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Неделя с 8 по 14 января. Давайте узнаем подсказки карт. Неделя, мои дорогие Овны, она для кого-то, по крайней мере, из вас, это будет означать продолжение каких-то решений, например, деловых вопросов. И у нас 2 числа Меркурий переходит в директное движение, и как раз какую-либо информацию, к примеру, вы можете получить 3-го. А 4 числа у нас еще и Марс, ваша планета-управитель, переходит из знака Стрельца в знак Козерога. Практичный знак какой-то системы, какого-то порядка. И у вас могут где-то закрутиться так дела уже на этой неделе, открывая перед вами новые возможности или какие-то перспективы. Даже если вы находитесь дома, вы все равно как будто будете в ворохе этих мыслей, что-то будете для себя продумывать. Ну вот давайте мы с вами узнаем. Это планетарно, пару слов я сказала. А что же думают карты? Так, что-то тут уже у нас прям выпрыгивает. Мои дорогие, у вас сейчас очень сильная позиция, но много усталости. Отдохнуть нужно. Мысли, наверное, где-то в порядок привести тоже. И знаете что? Вот ваши энергии как по Марсу, ваш знак зодиака, и по картам Таро это соответствие старшего аркана император, когда, правда, это сила, воздействие, ну, где-то активность, безусловно, а вам выпадает карта сила. Я сказала, сильная позиция, но эту силу нужно очень грамотно применять, потому что энергетика карты, несмотря на то, что это про силу нам говорят, говорят совсем не о силе. Это больше манипуляции, как карта мага, умение со всеми договориться, и поэтому нет места импульсу, наверное, дважды. Мы говорили с вами о том, что Марс переходит 4 числа в знак Козерога, и здесь себе не навредить. По Козерогу здесь тот Марс, который продуманный Марс, когда просчитано, может быть, до мелочей, какая-то составляющая, может быть, есть тезис-план. И вот когда уже что-то проанализировано, вот тогда переходим к действию. И дружелюбие, безусловно, дипломатия, это вам помогает. Видимо, как отдых для вас будет иметь значение. Уставшие люди делают ошибки. Значит, ясная голова и, правда, какой-то расчет, просчет. И, ну, где-то предыдущий отдых, чтобы не было усталости, будет важен. Так и умение договариваться. Итак, неделя для вас, мои дорогие Овны. Что важно знать? Что придет на порог на ваш? Как изменится ваша жизнь? Первую карту мы с вами достанем и назовем ее. Что важно знать или чем придется заниматься? Ну вот как видят карты Таро. Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что может помешать? Что вам будет помогать, мои дорогие? Достанем карту, что скрыто. Может быть, и вы чему-то не придаете значения. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, ну, насколько это корректно будет в размере этой недели. Что у вас по финансам? На неделю смотрим. И, как видят карты, вашу личную жизнь. Что важно знать? Ну, ваша карта, ваша идея, правда? Будете обдумывать. Даже если не на работе, то где-то мысли вас продолжат одолевать, может быть, и дома. Есть, видимо, либо события в вашей жизни, либо есть то, что вы хотите осуществить. Потому что по королеве жезлов, безусловно, это есть уже словно какой-то план. И значит, этот план нужно продумать. Что, кстати, отличает королеву жезлов, мои дорогие? Энергии-то ваши, но вот эта карта сила, которая перевернулась. Так вот, по королеве жезлов она себе никогда не навредит. Королева жезлов умеет хранить молчание, она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. Вы будете в центре внимания, мои дорогие Овны. Может быть, так сложится, что даже на неделе появятся новые знакомые или те люди, которых вы знали. Может быть, это не друзья, а именно знакомые. Они захотят с вами дружить. Будут как будто наблюдать даже за вашей жизнью. Или могут вам какие-то вопросы задавать. И вот тут дважды умение хранить где-то молчание о чем-то, может быть, не проговориться. Потому что разные бывают диалоги. Иногда из нас так вот незаметно какую-то информацию вытягивают. Так вот, из королевы жезлов никогда никто ничего не вытянет. Она анализирует.
ту информацию, которая к ней поступает, и у вас может быть тот день, когда случайно вы узнаете какую-то новость, и каким-то образом можно будет переложить на реалии вашей жизни, и вам эта информация именно будет в плюс или каким-то образом поможет. Но то, что немногословие помогает, или не объявляйте о своих планах, вот это точно, но как будто мечты сбываются по этой карте. Какое дело вас сейчас больше всего беспокоит? Скорее всего, при правильном расчете у вас получится это осуществить. Неожиданности. Правда, много людей будет, много информации. Я называю пятерку жезлов информационного хаоса карта. Та информация, которая разрознена. И вот все то, что я говорила по первым двум картам, которые выпрыгнули у нас из колоды, и то, что я сейчас по королеве жезлов уже сказала, ну, наверное, архиважно с пятеркой жезлов. Почему? Потому что чаще это воздействие, опять же, людей на нас, либо, первое, с целью, чтобы мы приняли чью-то позицию, либо мы поверили сказанному, либо вы в чем-то взаимодействовали с каким-то, с какой-то новостью или в чем-то приняли участие, может быть, на что-то откликнулись, кому-то сказали «да», может быть. Но одним словом, как будто люди от вас чего-то ждут. А вам, говорят карта по пятерке жезлов, полшага назад. Спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. И позиция стороннего наблюдателя. Вот две карты где-то очень взаимосвязаны. Чему сейчас не время? Принимать какие-то однозначные решения, потому что пройдет время, и вы еще какие-то новости узнаете, и планетарно-то тоже. Дайте развиться какой-то ситуации. Вот, наверное, обдумывать что-то, анализировать, что люди говорят, какая обстановка вокруг, какая информация приходит в вашу жизнь, это да. Но сказать, что вот с чем-то вы на этой неделе должны прям с точкой определиться, даже если вам этого очень хочется, то как будто этому не время. Что будет помогать? Будет помогать как раз то, что для вас может быть в плюс, получение информации, приезд конкретного человека или отъезд, мои дорогие, на этой неделе. Есть та информация, на которую нужно откликнуться. Откликнуться это не значит кому-то сказать да или нет, а вот как будто телефонный звонок или какой-то важный разговор, но в нейтральной позиции, как будто от чего-то не отказаться. Значит, я могу сделать вывод из всех этих карт. То, что вам может показаться на этой неделе с точкой «да», может быть, через неделю вы как раз скажете с точкой «нет». Поэтому карта нам и говорит, тут еще пока неопределенная ситуация. Вроде как тут и пока и вашим, и нашим. Тут еще разовьются каким-то образом события, ты пока не знаешь, не видишь. Может быть, и обстоятельства еще через неделю как-то изменятся и в вашу пользу. Но проучаствовать как бы надо, но не давая никому никаких обещаний, ни зароков, ни обязательств, если мы говорим брать обязательства и кому-то что-то обещать. Вот это тоже всему не время. Но и откликнуться, как будто сказать, и да, я в теме, я в курсе. Выслушать, может быть, кого-либо. Вот как будто выслушать, этого будет достаточно, потому что королева жезлов, она как раз выслушивает. Может, где-то и поддакивает, да, чтобы диалог какой-то или видимость диалога сохранить. Но хранит молчание. Что скрыто? Наверное, если вы поторопитесь, мои дорогие, что скрыта десятка у нас мечей идет. И знаете как, здесь может быть такой момент, что это какая-то сложная ситуация, вот что скрыто, которая вас ранила в предыдущий период. Или вас беспокоит именно тот вопрос, который вы не успели решить. И, скорее всего, это не ваша вина. Обстоятельства сложились именно так, что вы словно обездвижены. Не получается. У кого-то это могут быть согласования в высоких инстанциях. Может быть, отчасти какие-то судебные вопросы, дела юридические. Опять же, то, на что мы не влияем, они идут по какому-то своему регламенту временному. И вот это разочарование, сама по себе, точнее, причина, что вызвало вот такое ваше состояние, оно вас словно обезоруживает. Или вы можете себя чувствовать так, как будто я не знаю, как мне в дальнейшем поступить. Или вроде бы как знаю, но
настолько быстро меняются события, и то, что было вчера возможным, сегодня уже идет с какой-то коррекцией. Может быть, поэтому нам говорят: не торопись. По этой карте мы провожаем прошлое. У вас точно что-то получится осуществить, но не на этой неделе. И самое главное, не давать, опять же, кому-то обещаний. То есть эта карта может проиграться двояко. Не дайте себя втянуть в то, может быть, на фоне импульса какого-то. Ведь элементарно, кто-то, зная ваш характер, может так вот воздействовать на ваши эмоции или на чувства ваши. И захочется какого-то реванша или кому-то доказательства какие-то предъявлять. Но этому сейчас не время. Как будто, знаете, даже как и согласившись на что-то, или вступив в какие-то далекие обсуждения, рассуждения, доказательства, вы себе можете навредить еще больше. Понимаете? И даже если этот вопрос вас, в принципе, не касался, а вы, как сторонний участник, ведь у каждого своя какая-то проблема. Но вот тут тоже умейте сохранять нейтралитет от начала до конца и хранить свои секреты и чужие. Вам для этого, зеленый свет. Немножко другие энергии. Но если у нас такой информационный хаос, когда невозможно определиться, значит, еще будет что-то меняться. Видимо, дайте ситуации развиться в полной мере. Дела, работа, бизнес. Если мы говорим про вашу работу, про ваш действительно бизнес, про ваши какие-то планы, вот как раз составлять эти планы, может быть, проанализируя прежнюю обстановку, для себя наметить какой-то новый момент поворотный. Может быть, вы захотите что-то скорректировать. Вообще, в целом, шестерка монет в этой колоде карт или шестерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде, на деньги, на работу, на ваш какой-то прогресс, на помощь где-то даже высших сил, когда у вас что-то получается. Поэтому у кого-то это тот документ, который у вас все равно получится. Но, наверное, не тормошите ни себя, не педалируйте какое-то пространство или время. Не ускоряйте, тут все придет в свой срок. Повторюсь, у вас сильная позиция. И как будто деньги будут. По этой карте может прийти человек, который вам поможет деньгами, если у вас есть в этом необходимость. Или карта еще о чем нам говорит. Помни, у вас могут быть такие люди вокруг вас, которые захотят взять у вас в долг. Так вот, по этой карте вы как будто никому ничего не даете. Помни, рука дающего завтра может оказаться рукой просящего. Не рискуйте и по деньгам, мои дорогие. Тоже сильная позиция. Как кому-то может показаться, что ему или ей стоит. Пусть со мной поделится, пусть мне поможет. Вот поэтому вот это воздействие людей может быть где-то и с хитрецой. Значит, и не прошляпьте. Держите все свои уже победы или то, чего вы достигли, при себе. Не делитесь буквально. Для вас это архиважно, мои дорогие. Что по финансам? Хотя нам уже сказали. Вот еще вторая карта, которая похожа на пятерку жезлов. Это семерка жезлов. И по семерке это всегда идет воздействие извне. На нас как будто давят. Это может быть, кстати, карта соревнования или каких-то доказательств. Например, даже по работе. У тебя больше оклад, а у меня меньше. Не совсем приняты эти разговоры, тем не менее, иногда они случаются. Как будто пытается кто-то проводить эти параллели, занимает позицию бедного и несчастного. Вот вы с такими людьми, правда, можете столкнуться. Много как информации непонятной, так и людей, которые имеют свои планы, намерения. Поэтому дважды, трижды сохраняйте все то, чего вы уже достигли. Будет меняться ситуация. Ваша задача, как не увеличить дистанцию конфликта, как не вступить с кем-то в спор. Как будто хватит сил парировать, но целесообразность. Как будто этого нет смысла делать. Много людей, правда, вокруг вас. Что в личной жизни? Может быть, у кого-то из вас это будет туз мечей. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». Вы как будто точно сильная позиция. Вы знаете, что делать. А еще важнее, чего не делать. У кого-то это может быть ситуация с родственниками. Может быть и в личной жизни. Любой вопрос. Не совсем тут про любовь. Тут могут быть именно дела, работа, бизнес. Шестерка монет. Значит, как
касаемые вопросы, допустим, документов, может быть, недвижимости, имущества или планы, ну, какие-то долгоиграющие ваши. Ведь личная жизнь не всегда позиция именно любви здесь описывается. Но, видимо, тот вопрос, который вас беспокоит, вы как будто точно знаете, как действовать. И тем не менее, при сильной позиции пока не торопитесь. Но выход из лабиринта определенно будет. Давайте мы достанем карту «Совет». Обстоятельства активно развиваются вокруг вас. Итак, карта «Совет» для овнов. Да. Умение договариваться, дипломатия, двойка кубков. Здесь, кстати, нам отчасти про личную жизнь, мои дорогие. И у кого сейчас в паре все хорошо, или это семейная тема, да, или это тема партнерских отношений. Кстати, это могут быть как дружеские отношения, которые могут на этой неделе перейти на новую степень развития, правда? Может быть, вы будете как раз обсуждать, давай жить вместе, да, уже вот как-то посерьезнее, по-другому переводить вам захочется отношения. У кого-то эта карта будет говорить, будь дипломатом, разговаривая с начальством, разговаривая в каких-то инстанциях, двойка кубков, когда вы умеете со всеми договориться. Вот для вас очень важно делать так, как от вас как будто не ожидают или каких действий не ожидают люди. Потому что Овен – это всегда импульс, это все знают. А вот здесь Овну надо быть дипломатом, таким, который элегантно из какого-то спора выйти. Вот такие энергии для вас архи важны, мои дорогие. Поэтому двойка кубков у вас как будто и получится даже. Может быть, тот вопрос, который с перспективой у вас он тоже может возникнуть на пороге этой недели. Значит, тогда чего-то не упустить на будущее, это тоже будет иметь значение. В принципе, сохранять душевное спокойствие, гармонию, душевный, наверное, баланс. Есть к этому и предпосылки, и раньше времени не включаться в те вопросы, которые еще пока на этой неделе не определены. Или та информация, которая еще в последующем будет меняться, мои дорогие. Сохраняйте свою сильную позицию и где-то деньги. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.